Приветствую всех на канале, я Наталья. Сегодня очередной урок болталка. Вчера был первый урок, и именно такой формат урока многим понравился. Так как я веду работу, я показываю то, что нельзя иногда вместить в 10 минут, и каждый для себя может выявить какую-то новую информацию. Так что, если вам интересно, можно взять чай, кофе, кому что больше нравится, возможно, вкусняшку, садитесь поудобнее и приступим. Для работы я использую вот такие колпачки, и высота колпачка у меня 1 сантиметр. Вот он здесь, и вот это расстояние я подклеиваю сюда цепочку. 3 ряда цепочек 2,5 миллиметра. Вот у меня здесь 3 ряда, и именно вот эти 2,5 миллиметра составляют, можно сказать, 1 сантиметр высотой. Поэтому тут все закрывается, и вот вы видите, получается все вот так ровненько. Вот у меня уже склеены 3 цепочки вместе, и я наношу клей. Здесь вот видите, немножко неровно. Если вдруг что-то вот такое, конечно же, все это сразу подрезаем, чтобы у нас все было ровненько. Никаких неровностей не допускаем. Все, конечно, прижигаем, чтобы ничего у нас не распустилось. Теперь я беру клей и наношу вот так на всю вот эту верхушку. Я наношу достаточно много. Так, здесь подклеим. Что-то не доклеила. Вот в процессе работы все. Надо все доклеить, все. И обязательно уделяем внимание вот этому краю, чтобы верхняя цепочка у нас была приклеена, чтобы она не отваливалась. Нанесла клей. Теперь беру свои цепочки. Вчера их клеила. Ой, вот уже оторвала. Ну ничего. Сложим все вместе. Думала сегодня продолжить просто урок, но многие захотели именно продолжение. Поэтому вот оставила на сегодня. 3 цепочки укладываю вместе. Так, все выравниваем. Даем вот немного закрепиться. И теперь вот так пальчиком все ведем по верху. И все подклеиваем. Вот обязательно вот следим за тем, чтобы все вот эти ряды одинаково у нас ложились. Так, здесь мы немного вот так все отодвигаем. Наносим еще клея. Так, надо обязательно вытереть носик. И все между собой вот так утягиваем. Вот. И даем закрепиться. Конечно, все поправляем, вот чтобы у нас все не просто вот так, а именно вот полностью платформу мы всю прижимаем. И даем закрепиться. Посмотрите, как все ровно получается. И еще один нюанс. Если вы сомневаетесь, что вот здесь все вот это подклеилось, можно вот так отодвинуть и цепочки между собой склеить. Очень важно, чтобы вот эта верхняя часть никуда не делась, а вот лежала так, как надо. Поэтому вот этому уделяем внимание. Еще раз все поправляем и отправляем сушиться. И здесь у меня уже подклеенные цепочкой по 2, в зависимости серебро или золото я использую. И подклеиваю первую ленту на ту, которая снизу. Наношу клей на середину ленты, на края не наношу, так как здесь я подклеиваю только 2 ряда цепочек, и как бы мне вполне хватает, не надо на край. Сейчас покажу вариант, где я делала 3 цепочки. Вот там я наношу клей на всю ленту. Использую я цепочку 2,5 миллиметра. Вот здесь я подклеивала 3 цепочки. В середине у меня идет 2,5 миллиметра, по краям 2 миллиметра. И вот если, не знаю, видно или нет, вот эта цепочка чуть-чуть выше. И получается, что она как бы крайняя цепочка идет на уменьшение и более гармонично смотрится. На шар 8 сантиметров я использую именно 2,5 миллиметра.
Сейчас покажу различия. Вот это у меня 2 миллиметра. Иногда бывает, что я использую, если у меня вот эта лента более узкая. Но посмотрите различия. Видите, она как-то смотрится, ну, слишком мелко. Или наоборот, сейчас покажу. Вот это 3 миллиметра. Цепочка. Вот 3 миллиметра. Вот она смотрится как-то слишком крупно здесь. Как-то, ну так, выделяется. Да, конечно, можно приклеить, но именно вот в процессе работы почему-то мне кажется, что сюда именно на шар 8 сантиметров подходит 2,5. Конечно, вот эту цепочку можно использовать на шары 9 сантиметров диаметр и 10 сантиметров. Это будет вполне гармонично смотреться, но именно вот на такие шары удобно, когда красивее смотрится, так, наверное, неправильно сказала, лучше смотрится, когда именно цепочка 2,5 миллиметра. И вот у меня тут уже, вы видите, со всех сторон подклеиваются цепочки. Я даю какое-то время вот закрепиться. Пока я подклеиваю что-то одно, у меня там закрепляется другое. Ну и вот так вот можно экономить время и сделать больше работы. Так, и пока у меня тут некоторые закрепляются, их можно в сторону. Я тогда беру следующий шар. Вот здесь у меня уже все приклеилось. И вот таким образом я работаю. Так, надо клея снова налить в тюбик. Он у меня просто не успевает высохнуть. Вот я наношу на середину. И укладываю цепочку, как всегда, оставляю 1 миллиметр между цепочкой. И теперь пальчиком вот так все это дело совмещаю. Так, отодвину, чтобы мне ничего не мешало. Вот так поворачиваем, смотрим, чтобы у нас с двух сторон было одинаковое расстояние, чтобы не получилось, что здесь больше, а здесь меньше. За этим надо следить. И дальше продолжаю работу. Вот вы видите, я клею именно на ленту, которая снизу. Я часто в видео говорю об этом. Можно, конечно, клеить как бы и на эту ленту, но именно когда одно на другое, то все это лучше держится. Придерживаю пальчиком место, где у меня подклеилось все. Салфетку брать вот именно для носика вытирать лучше не совсем прямо мокрую-мокрую, а такую полусухую. И вот таким образом я подклеиваю. Так, мои ножницы. Как я уже говорила, если вы сомневаетесь вот здесь брать меньше или больше, всегда можно на одно звено больше взять, чтобы было все вплотную, чем вырезать меньше, и потом все это будет болтаться. Так, все подклеиваем. Вот здесь можно ужать. И все уложить ровненько. И вот что получается. Вот отправляю сушиться, беру следующий. У меня уже тут вот клеются, подклеиваются. Обязательно носик вытираем, потому что он чуть-чуть подсыхает. И вот этот бугорочек, который подсох, будет нехорошо смотреться на ленте. Так. Мне тоже понравилось вести урок именно в таком формате. И мне не скучно, и вас развлекаю. Ну и, конечно, можете для себя найти что-то интересное. Сейчас подклею вот этот. И затем уже приступлю. У меня там вот серебряная цепочка на розовые шары. Обязательно вот так поворачиваем, чтобы видеть, что у нас одинаковое расстояние от края ленты. Иначе, когда лента уже закрепится, надо будет это просто оторвать.
и по новой клеить, чтобы получилось ровно. Просто сдвинуть у вас не получится. Вот так, смотрим. Все хорошо. И продолжаем. Так, вот здесь так, так. И вот так я работаю. Мне иногда спрашивают, как я все успеваю. Я уже говорила, что если делать один шар от начала и до конца, то на это уходит много времени. А если брать отдельные моменты, то это намного быстрее. Ну что ж, отправляю сушиться. И если тут я приклеиваю на вот такую ленту, то здесь я подклеиваю на ленту с петельками. Я показывала в предыдущем видео и тот вариант. Как бы кому как нравится, вот можно использовать как бы и тот вариант. Я работаю и так, и так. И у меня тут сейчас придет заказ на одну новую ленту, покажу, очень интересная. Тоже можно использовать под цепочку, и красиво будет смотреться с такими ажурными краями. Вот сейчас жду ее, заказала, и, конечно же, поделюсь, где ее взяла и что получится. И вот так продолжаю работу. Ну вот, теперь все отрезанные края я снова подклеиваю по 2. Здесь уже можно клей на... вот у меня уже один клей на другой. Ничего страшного, все это подклеивается. Не надо ее там чистить. Просто можно, если уже совсем много клея, просто эту картонку выкинуть и другую взять. И у меня вот эта картонка такая рабочая, она просто одно я убираю, другое приклеиваю. И так подклеиваю необходимое количество мне цепей. Ну вот начинаю с серебра. Вот у меня тут где-то уже что-то подклеено, где-то еще не подклеено. И примерно вот так 1 сантиметр наношу клей, беру цепочки и подклеиваю одну. Так, сейчас сразу в сторону отодвинула, даю закрепиться. Беру следующую, также наношу клей. Так, вот вчера приклеила, и тут он слишком все приклеилось. Это обычно я делаю сразу, но оставила на сегодня, так как просили показывать урок. Так, теперь беру следующую, снова это отодвигаю, все там у меня приклеивается. И вот так на полуавтомате, так скажем, как одна девушка сказала, что у меня здесь уже мини-фабрика. Так, слишком приклеилась, так. Но именно вот так работать получается все намного быстрее. Поэтому я уже, можно сказать, довела немножко свою работу до ну, в общем, автопилот. Так, что-то успела подклеиться, что-то не успела. Но в любом случае, как бы вот я беру и все это подклеиваю. И так у меня работа спорится. И получается все намного быстрее, чем сидеть и ждать. И так продолжаю работу. Ну и теперь у меня вот все подклеилось. Очень удобно, что все не надо закалывать, ничего. Как бы я использую иголочки, которые вариант я вам показывала, перетянуть вот тут иголочкой. Но это когда я там делаю один шар, и мне не хочется ждать. А когда вот такое количество я подготавливаю, то все это дело идет намного быстрее. Да, вот здесь они у меня путаются, все цепочки, но я потом подрезаю все края, и все быстренько распутывается. Не сказать, что прямо так запутается, что невозможно это все распутать.
Да, меня тут спросили, почему я не украшаю больше елочки, там колокольчики, сердечки. Совсем скоро будет урок по сердечкам. У меня заказ, поэтому сделаю. Если вдруг будет заказ на колокольчики или там елочки, тоже покажу. Просто сейчас в этом году многие начали готовиться именно заранее. Поэтому вот самый вот этот популярный дизайн в этом году. Очень много у меня заказов. Я, конечно, рада, но иногда говорю, что немножко поднадоел мне этот дизайн. Но именно делать его, он немножко такой, не скажу, что трудно, нет, но больше возни, чем со всеми остальными. Но я делаю. Мне очень приятно, что в этом году заранее многие мои клиентки, многие пишут мне и заказывают. Не надо мне никуда спешить. Не так, как один год, я помню, просто ночами не спала. Сидела, вроде бы взяла заказы, думала, справлюсь. Нет, я справилась, конечно, но я просто целыми работала с утра до вечера, спала очень мало, но вроде бы все сделала, все отослала, никого не подвела. Но именно так работать как бы, ну, не хочется, потому что это трудно. И, конечно, многие мастерицы меня поймут, что когда вот свет, блеск страз, очень устают глаза, и вот надо, конечно, им отдыхать, потому что это такая мелкая работа, и глаза, конечно, страдают от этого. Иногда просто блеск уже без какого-либо, без стразовых цепочек, уже блеск сам по себе в глазах. Ну и вот продолжаю работать. Если у меня тут еще цепочки приклеены, то сразу, как я вот подклеиваю эту часть, я подклеиваю следующую сюда. Но сейчас у меня нету, поэтому я продолжу свою работу. И затем снова все цепочки вот здесь подклею. И дальше продолжу. И также вопрос, как я наношу клей. Ой, наливаю клей. Я просто вот убираю верхнюю часть. Беру клей. И не всовываю вот туда, а именно вот так на весу, потому что если туда, то может образоваться воздушная вот эта пробка, и клей, как бы все это пойдет наверх. И вот так вот все, налила клей, несколько раз вытираю носик, чтобы там все вытекло, и убираю. Вот, многие меня спрашивают, какой клей использую. Вот универсальный клей. Очень довольна. И аппликатор. Тоже про аппликатор очень многие спрашивают. Скоро у Виктории появится. Чем мне он нравится? То, что вот здесь вот этот носик, вот видите, он убирается, и его можно почистить. Потому что, когда чистим аппликатор, бывает, заливаем туда средство, и оно разъедает вот этот носик. В этом случае мы просто вот этот носик убираем, моем как бы, и если что-то не проходит, я всегда вот так с одной стороны и с другой стороны большой иголкой, все это легко чистится. Поэтому вот именно такие самые удобные. Я уже много чего перепробовала, этот самый удобный. И продолжаю работу. Если носик чистый, вот вы видите, клей вытекает очень хорошо, и рука не устает. У меня было несколько аппликаторов, после которых ну, просто слишком сильно надо давить, и рука от них просто ну, уставала. Невозможно было вот так много работать. А этот очень удобный. У меня уже многие спрашивают, где я ее покупаю. Я покупаю у себя в магазине, он у нас есть. Вот, но и у Виктории он тоже есть. И продолжаю работу. Ну вот, я подклеила все свои цепочки. Снова беру клей и вот так по 2 цепочки подклеиваю. Если они у меня вот такие короткие остаются, то я уже 2 края не склеиваю вместе, я имею в виду вот так по круговой, а уже тут выбираю из того, что есть.
И все равно потом вот какие-то мелкие такие остаются. Это все уходит на декор. Так, вот такие вот. Тут уже наполовину не остается. Я оставляю это потом на декор. Именно когда вот стразы вокруг я или подрезаю маленькие отрезки, когда это идет такой глаз, я имею в виду вытянутые эти стразы. И вот, потому что все у меня расходуется. Вот здесь у меня длинный край, поэтому я могу этот край вместе вот соединить. И можно тогда с двух сторон, пока там не останется. Поэтому я не боюсь разматывать вот эту стразовую цепочку и использовать как бы все края, потому что все равно в любом случае она у меня используется. Так, теперь серебряные. И вот у меня бывает так, что я иногда за час времени именно вот в таком режиме успеваю сделать, ну сколько у меня, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 шаров. Вот, ну именно, если делать отдельно, то у вас на это уйдет, ну не знаю, часа 4-5. А если вот так работать, то за 1,5 часа можно вполне все это задекорировать и дальше уже приступать к следующему декору. Ну и вот так все подклеиваю. Ну вот здесь у меня 3 золотые цепочки, поэтому я уже 3 шара подготовила. Вот так все сразу делаем и на 3-й шар. И сразу все цепочки у меня подклеиваются. Так, вы видите, как все это быстро на автомате происходит. И вот я нанесла сразу клей на все 3 заготовки, и он немножко такой закрепился, не слишком жидкий, потому что многие жалуются, что клей жидкий, не могут работать. И вот он, вы видите, сразу все закрепляется. Ну и продолжаю работать. Ну вот, можно сказать, за час 20 я сделала 8 шаров. И, конечно, всегда протираем стол. Вот у меня 2-я салфетка. Я всегда, потому что от цепочек все летит. И каждый раз что-то где-то мы режем. И вот этот вот мелкий, вот видите, все вот эти крошки. Все это надо убирать, иначе это все цепляется к другим игрушкам. Поэтому вот каждый раз все протираем. Здесь у меня с этой стороны у меня мусорник. И сразу все вот так автоматом. Все это летит в мусорник. Ну что ж, девчонки, а на сегодня все. Мне очень приятно, кто ко мне присоединился, кто был со мной. Надеюсь, какие-то моменты вы для себя выявили, чтобы как-то облегчить и ускорить работу. Думаю, что некоторые мастера меня тоже смотрят и возьмут себе на заметку, возможно, что-то из того, что я показывала и говорила. В следующем видео хочу сделать 3 игрушки, например, разного декора, и это все будет в одном видео. Покажу 3 варианта декора. Очень мне самой нравится такой формат. Буду чаще делать, также буду выходить в эфир.
Так что совсем скоро встретимся. А сейчас приступаю к уроку. Я говорила, будет в закрытой группе, где я буду делить на 6 частей, без вот всякой ленточки. Покажу, как это сделать. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.